Масло масляное. Трамп снова загадочно высказался про переговоры Путина и Зеленского. ВСУ ударили по глазам Черноморского флота России. Передышка или выход из войны? Ким вернул своих военных из России. Кремлевский холостяк начал писать чужим женам. Не больше 10 литров топлива в одни руки. В очередном регионе страны-агрессора исчез бензин. Диктатор начал мобилизацию. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Владимир Зеленский еще раз выразил готовность ко встрече с Путиным. Давайте говорити про дату і говорити про місце. Все. Но проблема не в деталях, а в главном, считает президент Украины. Русські пробують зараз що ще зробити, щоб не зустрічатись. Питання ж не просто в зустрічі. Питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. По мнению Владимира Зеленского, нужно принудить Москву к переговорам, поэтому нужны по-настоящему сильные санкции. Генеральный секретарь НАТО, посетивший Киев, рассказал, над чем работают друзья Украины. Как мы все знаем, Будапештский меморандум и Минские соглашения не предоставили таких гарантий безопасности, поэтому мы четко знаем, какими они не должны быть. И теперь мы работаем вместе, Украина, европейцы, США, над тем, чтобы гарантии безопасности были такого уровня, чтобы Владимир Путин, сидящий в Москве, никогда больше не попытался напасть на Украину снова. Дональд Трамп также прокомментировал тему переговоров о мире в Украине, но сделал это в своем стиле. Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, это как масло и уксус. Они не очень ладят по понятным причинам. Но посмотрим, нужно ли мне там присутствовать. Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрел бы, как они справятся. Но пока они продолжают воевать и убивать людей, что очень глупо. К счастью, в Европе помнят, кто начал войну и чего стоят его обещания. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила в интервью BBC, что призывы уступить украинские земли Москве – прямой путь в ловушку, расставленную Владимиром Путиным. Идут дискуссии о том, от чего должна отказаться Украина, на какие уступки готова пойти Украина, но при этом мы забываем, что Россия ни одной уступки не сделала. А именно Россия агрессор, именно она жестоко напала на другую страну и убивает людей. В Вашингтоне чаша весов, похоже, опять на стороне Кремля. Как пишет Политика, Трамп считает, что Зеленскому нужно пойти на условия Путина. Об этом изданию шепнул неназванный источник в Белом доме. Военно-морские силы Украины нанесли точный удар по ключевому российскому пункту базирования дронов в оккупированном Севастополе. По данным ВМС ВСУ, в результате удара были уничтожены до 5 БПЛА, 3 Мохаджера и 2 форпоста. В штабе не уточнили точную дату операции, но эффект налицо. Удар серьезно ослабил возможности российской разведки на Черном море. Российские оккупанты активно использовали эти дроны для наблюдения за ситуацией на воде, собирая данные о передвижении кораблей. Теперь часть их глаз на море уничтожена. Это новый сигнал. Украинские ВМС не дают врагу ни минуты покоя в Черноморском регионе. Каждая операция точная, мощная и ощутимая. Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свои нестандартные дипломатические таланты. На 9-м месяце конфликта с Азербайджаном военный преступник вдруг решил передать привет Ильхаму Алиеву. Но не прямо, а через посредницу. Хозяин Кремля направил письмо супруге руководителя Азербайджана, по совместительству первому вице-президенту страны Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения. Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам вашей семьи.
Сам Путин официально в разводе уже 12 лет, а слухи о его связи с Алиной Кабаевой и не только остаются неподтвержденными. Вот и приходится кремлевскому холостяку писать и принимать письма от первых леди из других стран. Во время переговоров на Аляске Трамп передал московскому гостю послание от своей супруги Мелании. В нем она упоминала о судьбе украинских детей, в похищении которых руководителя России обвиняет Международный суд в Гааге. Но чем вызвано письмо Путина супруге президента Азербайджана? Накануне Ильхам Алиев сам передал своеобразный привет Путину. Посещая город Кельбеджар, президент заявил: «Мы должны быть готовы к войне в любой момент, поскольку ход процессов в мире таков. Невозможно предсказать, что будет завтра. Гарантия нашей безопасности – это мы сами, государство, народ и наши вооруженные силы. Поэтому тот, кто решит нанести удар по Азербайджану, пожалеет об этом». Эти слова прозвучали на фоне продолжающихся атак на представителей азербайджанской диаспоры в России, ударов по нефтегазовой инфраструктуре страны на территории Украины и угроз прокремлевских пропагандистов начать вторую СВО. Алиев отметил, что республика уже укрепила армию на Каспийском море и других направлениях, а также увеличила численность сил специального назначения. По его словам, Баку получает самые современные беспилотники, новые артиллерийские системы и ждет поставки новых боевых самолетов, а имеющиеся полностью модернизированы. Мы никому не советуем думать о враждебных действиях против нас. У нас есть достаточно сильные союзники, и наша позиция в международных организациях всегда признается справедливой. В отличие от некоторых других стран, мы не захватили ни одной чужой территории, не проводили этнических чисток, не разрушили ни одного города или села. Ранее, по неофициальным данным, Алиев в разговоре с Зеленским допустил снятие эмбарго на поставки оружия Киеву. Лидер Северной Кореи наградил своих военных, которые воевали против Украины на стороне России. Церемония с помпой прошла в штаб-квартире Центрального комитета трудовой партии КНДР. И, как сообщает государственное информагентство страны, вместе с бойцами там присутствовали члены семей погибших. В память о павших за рубежом товарищ Ким возложил цветы к мемориальной стене, а для военных и их семей устроили концерт мелодраматично, как обычно в несчастной стране с третьим наследственным диктатором. Ким Чен Ын заявил прямо: северокорейские солдаты проявили высокий боевой дух, защитили великую честь Корейской народной армии, а весь мир наблюдал за их действиями на поле боя. Армия выдержала самую суровую проверку за всю 70-летнюю историю, подчеркнул вождь, и добавил, что страна готова к войне как никогда. Как написал местный ТАСС, северокорейские солдаты, цитируем, продемонстрировали на весь мир несравнимые ни с какой армией мира. Читать такое товарищам Путину и Си Цзиньпину будет крайне неприятно. На этом фоне The Wall Street Journal заметила, что несколько северокорейских генералов вернулись из России, а это может свидетельствовать об уменьшении военной роли КНДР в авантюре Путина. Кстати, и нового корейского контингента на украинских фронтах после стольких вояжей Шойгу, Лаврова, Володина и даже выступления Шамана как-то не видно. Как думаете, рассорились? Пишите в комментариях. Россия может навсегда потерять несколько крупных НПЗ из-за ударов украинских БПЛА. В августе дроны ВСУ нанесли серию атак, которые затронули 7 предприятий нефтепереработки. Об этом пишет Financial Times. Эксперты заявляют, этот ущерб может быть непоправим. Накануне стало известно, что с нехваткой бензина после того, как украинские дроны парализовали около 13% нефтепереработки в стране, столкнулся еще один российский регион. Вслед за Крымом, Забайкальем и Приморьем дефицит топлива возник на Курильских островах в Сахалинской области. Тут введены ограничения не более 10 литров в одни руки. Бензин в приоритетном порядке будет предоставляться специальным экстренным службам, а также юрлицам, которые поддерживают жизнедеятельность района. ООН впервые официально подтвердила голод в секторе Газа. Об этом заявлено в докладе специального органа, который отвечает за мониторинг продовольственной безопасности. Это голод 2025 года, голод 21 века, за которым наблюдают беспилотники и самые передовые военные технологии в истории. Это голод, который некоторые израильские лидеры открыто используют как орудие войны. С
призывом к Израилю прекратить блокаду сектора обратились Генсек ООН, Верховный комиссар по правам человека, а также ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие международные структуры. Моя просьба, моя мольба, мое требование к премьер-министру Биньямину Нетаньяху и всем, кто может с ним связаться. Достаточно. Прекратите огонь. Откройте все контрольно-пропускные пункты, северные и южные. Дайте нам беспрепятственно и в необходимых масштабах получать продовольствие и другие предметы снабжения. В израильском МИДе в крайне эмоциональной форме оспорили выводы экспертов ООН. Весь документ основан на лжи Хамас, отмытой через организации с корыстными интересами. В Газе нет голода. С начала войны в Газу въехало 100 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью, и в последние недели массовый приток гуманитарной помощи наводнил сектор основными продуктами питания и привел к резкому падению цен на продукты питания. Израиль начал наземную операцию в секторе Газа 29 октября 2023 года после брутальной атаки Хамас. Несмотря на протесты по всему миру и в самом Израиле, боевые действия не только продолжаются, но даже усилены. Есть в мире диктаторы, которые серьезно относятся к угрозам Дональда Трампа. После отправки американских кораблей к берегам Венесуэлы Николас Мадуро запускает мобилизацию. Наследник Уго Чавеса призвал к единству народа, армии и полиции. Это заявление прозвучало после того, как Вашингтон отправил 3 эсминца с управляемыми ракетами, ударную подлодку и тысячи морских пехотинцев для борьбы с наркокартелями, действующими в Латинской Америке. Мадуро, находящийся под санкциями США и с наградой за его голову в $50 миллионов, назвал эти шаги угрозой суверенитету Венесуэлы и миру в регионе. Как верховный главнокомандующий, я счел необходимым и своевременным, чтобы в эти субботу и воскресенье мы провели великие дни вербовки и призыва всех ополченцев и ополченок страны, всех резервистов страны и всех граждан, которые желают выйти вперед и сказать империализму: хватит этих угроз. Диктатор, который довел собственный народ до нищеты, добавил, что его страна отвергает угрозы империализма, заявив о своей приверженности миру, который, по его словам, будет защищен. Ранее бывший водитель автобуса обещал поставить под ружье несколько миллионов сограждан. Этот шаг стал ответом на действия США, которые усилили давление на Венесуэлу, обвиняя Мадуро в поддержке наркокартелей и поставках фентанила и кокаина в США. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.